1,5 года назад в комьюнити были активные разговоры о том, что в eFootball может появиться такая функция, как обмен игроков. Про нее было множество слухов, предположений, тех же самых вкидов от Ренана Гальвани. И в китайской версии eFootball мы даже увидели нечто подобное, только не в виде прямого обмена, а в виде этакого СБЧ из серии FIFA. Однако на сегодняшний день в самой глобальной версии игры мы ничего подобного и не наблюдаем, поэтому все разговоры потихоньку сошли на нет. И если честно, я прям этому очень был рад, потому что когда все эти слухи прям были активными, было множество комментариев от людей, которые прям были уверены, что этот самый обмен появится, а некоторые просто иной раз спрашивали, когда обмен и еще раз когда обмен. И казалось бы, когда уже все забыли про этот самый обмен, когда про него и слухов-то как таковых нет, Ренан Гальвани снова вспомнил про эту функцию. Новогодние праздники уже закончились, а на PlayRock забыли убрать подарки. Ведь здесь есть буквально все, что может понадобиться геймеру зимой. Сотни игр, тысячи продавцов и различных товаров, а также все игровые новинки. Тут можно найти донат, ключи, предметы, и все это по самым выгодным ценам, потому что не забыли убрать новогодние скидки. А если вам понадобится пополнить стимовский аккаунт, то только по моему промокоду комиссия составит 0%. Да, вы не ослышались, пополнение стима без комиссии. Новогодняя халява не заканчивается. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Так что если планировали закупиться или пополнить Steam, успейте, пока эти новогодние подарки еще есть на любимом игровом маркетплейсе. Лучшие цены и пополнение без комиссии на PlayRock с моим промокодом и по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. На самом деле, у слухов, связанных с функцией обмена в eFootball, достаточно длинная история, и за все это время эта функция или даже отдельно взятый режим, ивент успел претерпеть множество изменений, но опять же в игре мы его так и не увидели. Изначально были разговоры о том, что функция обмена будет напоминать нечто похожее, что было во времена серии PES, когда, обменивая 3 стандартные карточки с тем же самым компьютером, можно было получить другого игрока чуть более высоким рейтингом или другой позиции. И нечто подобное по изначальным слухам планировалось и в самой игре. Потом были слухи про то, что функция обмена будет не полноценной прям функцией, которая доступна 24/7, а что-то вроде временного события, как в случае с сокровищами, которые доступны в игре 2 недели, после чего пропадают. В конце концов, в китайской версии eFootball, которая, как мы все с вами знаем, находится впереди планеты всей, потому что ею занимаются не Konami, то есть японцы, а китайская студия, которая не стесняется привносить в игру достаточно много различных фишек, функций, которых мы не получаем в глобальной версии. И у них по итогу появился аналог SBC из той же самой FIFA, где, собирая состав из 11 конкретных игроков, можно было бы забрать одну улучшенную карточку. Там были и Showtime карты, и эпические карточки. И, насколько я понимаю, это все карточки, которые были разработаны самими Konami, которые фигурировали в донатных наборах. Речи о прям каких-то новых, прям ранее невиданных карточках вроде как не было. И как раз таки на этом самом моменте мы переходим к актуальным новостям от Гальвани, которые в своем твиттер-аккаунте сообщают, что Konami все еще выдерживают идею по поводу режима обмена в eFootball. Опять же, учитывая, что нечто подобное уже присутствует в китайской версии игры. Однако, по словам блогера, обмен в глобальной версии вновь претерпит изменения. Какие конкретно, из чего он превратится во что, нам все еще непонятно, но факт остается фактом. Планы Konami по поводу всей этой темы меняются по 5 раз на дню. То есть от функции обмена вроде как не отказались, но вечно меняет ее концепцию. И все, что до нас доходит в исполнении того же Гальвани, от каких-то других инсайдеров, другие слухи, это лишь обрывки всех этих планов по сути. Ведь за все это время все, что связано с режимом обмена, успело претерпеть 3 стадии. Это та самая первоначальная стадия, когда слухи только появились, которые связывали функцию обмена с тем, что было в PES. Потом то, что появилось в китайской версии игры в виде режима SBC. Ну и нынешний 3-й этап, когда Konami, судя по всему, пытаются сделать или что-то такое придумать, что-то посередине, между SBC и функцией обмена. Как это будет в виде отдельного режима, в виде какого-то временного события, нам неизвестно.
Очевидно, что если нечто подобное увидит свет в конце туннеля, и мы это увидим непосредственно в игре, то, скорее всего, это будет преподноситься как нечто такое ощутимое, глобальное, что разнообразит контент в игре. Поэтому на то, что это появится в ближайшее время, я бы рассчитывать не стал. Ну, знаете, скорее где-нибудь там ближе к апрельскому обновлению, когда вот выходят самые такие глобальные апдейты для игры именно в новом там, календарном году, либо же и вовсе к следующей 27-й части. Ну уж точно никак не в феврале и уж тем более не в марте.